Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиуа. Сегодня я хочу поделиться с вами одним сверхсекретным своим билдом. Ладно, это не будут звери через суммоны, если что. Короче, мне в комментариях писали о том, что Саня, попробуй сыграть на вайпере. И знаете что, я сыграл 10 каточек и могу с уверенностью сказать, что этот билд работает. Но только, знаете, не во всех моментах, к сожалению, этот билд работает и ни капли не влияет, соответственно, на вашу удачу. Вообще ни грамма она здесь не влияет, тут только влияет скиллуха. Подождите, где там моя кастрюля? Сейчас надо лапши немножечко скинуть за скиллуху. Ну, в общем, как я буду сейчас действовать? Во-первых, я не знаю, что мне будет приходить со старта, поэтому я буду играть на том, что будет приходить. И от этого, естественно, буду отталкиваться. Селедочку можно взять, в принципе. Там потом ее под шубой сделать. Можно через лустрикс сыграть. Эти предметы мне не нужны. Мне нужно как можно больше брони. Колечко мне тоже не надо. Короче, упаримся в броню. Понятно. Брони сегодня не будет. Ну, не будет, так не будет. Что поделать. В общем, меня просили. Я пытаюсь реализовать. Естественно, если у меня получится. В общем, просили меня записать вайпера. В моем исполнении, поэтому давайте попробуем. Я сразу скажу, на вайпере я сыграл каток 20 и могу с уверенностью сказать, половину я занял топ-1. Множество там влияло факторов. Ух ты. А я попробую вайпера сейчас. Ой, вайпера. Попробую через панду сейчас выбить хорошего персонажа. Не знаю, получится или нет. Селедку, конечно, я зря продал. Так, броня плюс 6, отлично. Этот плащ-пальто мы... Ну, я возьму шкатулочку, мало ли мне эгида придет. Короче, плащ-пальто мы скипнули. Плащ-пальто мы скипнули. Джаггера мы взяли. Может быть, я Джаггера буду апать. Не факт, конечно, но постараюсь. Или не буду апать его. То есть, короче... Ну, в общем, я его сейчас... Ничего себе. А что это за подгон такой? Не очень предметы, конечно. Ну, тоже не скажу, что этот хороший предмет, который мне сейчас упал, этот Грааль. Я думаю, многие, кто с ним играл, они сейчас не очень сильно довольны этим Граалем. Я на самом деле недоволен Граалем. Но он объективно, как был слабый предмет, так и остался слабый предмет. А что скажете вы, соответственно, вы напишите в комментариях. Потому что я по поводу этого Грааля как-то негативно настроен. Но в принципе, если вы играете со старта через гоблинов мехов, то я думаю, еще пойдет. Не знаю, где его еще можно реализовать, но он не такой уж и мощный, прям, знаете. Может быть, под Трента там он неплохо зайдет, но у меня есть сомнения, причем огромное сомнение, что даже под Трента он как-то так. Короче, как-то так зайдет. Ну, я писал по твоим роликам свой ник, вот и встретились. Коллок 3 девятки. Я так понимаю, это мой подписчик, но я не помню этот ник, если честно, поэтому без обид вдруг чего, тебе я сейчас отвечу. Секундочку, мне тут надо немножечко расстановочку поменять. Да. Привет, привет. Если что, я на запись, поэтому в чатике я не буду отвечать. Вот, вот. Так, если что, дико извиняюсь, Колок, перед тобой, потому что я не помню, если честно, этого ника. Вообще. Ну, естественно, вот это вот началось. То есть, когда я играл через Вайпера, ко мне приходили, ну, чувак брал 6 уровень, собирал себе одного АМа в двойку и просто выносил весь мой стол. Тут же уже МК у чувака. Законно? Я считаю, прям законно на 200%. Я что-то даже монетку не могу реализовать, скорее всего, сейчас возьму этого гоблина и просто апну, потому что, ну это бред. О, мало ли того, что у него МК, так у него еще и Луна в двойку. Неплохо, неплохо, неплохо. Но сказать, что удивлен, это все равно, что ничего не сказать. Ну вот, я ни грамма не удивлен. Меня на самом деле так бесит, ну, не подумайте, что я сейчас кого-то хейтить буду, либо что. Когда играют против меня мои подписчики, они берут тех персонажей, которых я их советую. И как тяжело против вас играть, ребята. Это как бы и лайк, и дизлайк. Вот зачем вы меня контрите целенаправленно, а? Хотя сейчас кто-то в комментарии напишет, да кому ты нужен? Не, в самом деле я вот рассказал про тренда. Рассказал про билд через суммоны. То есть, ну, звери через суммоны. Рассказал про этот билд. Множество моих подписчиков через этот билд играют, и я хочу сказать, что это действительно работает, и контрить это нереально тяжело. Вот нереально. Плюс, тренд. Это такая машина для убийства. Так мало ли того, что
через него играют еще, и активно играют, и все это юзают вот прям на 120%. Поэтому мое уважение и почтение вам. Ну, немножечко, знаете, немножечко вот, ну, можно не так сильно, мне не так глубоко хотя бы входить, а? А Вайпер придет сегодня? У меня вот, знаете, у меня есть вопрос. Вайпер будет сегодня? Или Вайпер это запрещенная фигура для меня, и она не придет от слова совсем? В общем, что я хочу реализовать с этим Вайпером? Не знаю, получится, не получится. Это мы уже посмотрим. Есть, ну, два гритера. Если будут гритеры до конца, то, в принципе, мой билд будет работать. И довольно-таки неплохо. Единственное, что мне нужно, чтобы этот гритер приходил. Если гритер не будет приходить, то, естественно, у меня будет, ну, болтяра на все лицо. Кто мне нужен из фигур? Ну, Джаггер в двойку, если пришел ранее, было бы хорошо, конечно. Но это слишком многого я прошу, поэтому ладно. Как-нибудь мы справимся. Лучше мы выйдем сейчас в денежки. Мне нужен 7-8 уровень, и я буду уже от этого отталкиваться. Я, кстати, наверное, сейчас лустрик уже поставлю. И, кстати, знаете, что я могу сделать? Я могу продать двух Джаггеров. Ну, мне вряд ли уже Джаггер придет. Хотя по закону подлости я сейчас его продам, и Джаггер мне придет. Вот запомните мои слова сейчас. Сейчас оно таким будет. Так, Колок, если ты будешь играть на нежити, а я вижу, что ты хочешь сыграть на нежити, то минус уважения, тебе сразу говорю. Минус уважения. Мне что, потеть против тебя надо или что? Не хочу я потеть, я хочу просто показать вам Вайпера. В самом деле, я уже говорил не раз, но этот патч максимально противный. Вот даже то, что понерфили Муэрту, все равно патч максимально противный. Вот есть узкое количество билдов, которые в действительности работают сейчас. Узкое количество. Их реально немного осталось. Ух ты. Ух ты. Так, ну на мобов мне вообще надо купить сейчас, наверное, немного нежити. С нежитью я довольно-таки быстро буду справляться с мобами, а вот без нежити будет как-то грустно. Не знаю, Абадона, наверное, не буду брать, хотя у меня 34 монеты. Я думаю, может быть, стоит взять. Прям как Вайпер приходит ко мне, да? Вот уже 9-й раунд. Напомню, Вайпер стоит 2 монетки, и Вайпера вообще нету. Даже не чувствуется его запаха, понимаете? Вот этого протухшего кислотного запаха. Вот не чувствуется, понимаете? Не чувствуется. Так, кулак. Ясно. Запоминаем его ник. Ребята, все запоминаем его сейчас ник. Колок 3 девятки. Делаю на этом акцент. Он играет на нежити. Все. В комментариях мы пишем, что мы думаем об этом человеке. Ладно, я шучу на самом деле. На самом деле, нежить возьмет темпом. Он возьмет свое. Ого. Селедочный завод у меня пришел. Окей. Ой, реализую панда на 120%, как видите. Панда, ну, она что есть, что ее нету. Так, ну если продать так, то я, в принципе, могу и так. Ага, о, 40 монет. 40 монет, 74 хпшки, в принципе нормально. В принципе, нормально. Ну да. Я сейчас буду брать уровень потихоньку. Мне нужен 7-й. На 7-м уровне, скорее всего, я буду ролиться, либо же даже на 8-м. Не знаю, как пойдет. Уже от этого оттолкнусь и как бы посмотрим. Главное, чтобы не приходило. Если приходить не будет, то у меня будут проблемы. У меня будут проблемы, меня возьмут темпом. Вот как минимум вот этот IC Kang. Правильно я прочитал? IC Kang получается. ICC Kang. Не знаю кто. ICC Ang. 2 МК. 2 МК на 6-м уровне. У тебя там с головой все в порядке? Как ты это сделал? Меня всегда поражает... Фух, я на мгновение подумал, что я сейчас мобам проиграю. Хотя стол у меня довольно-таки сильный. У меня 2 жреца, у меня Абадон, у меня баф нежити еще есть, который дебафается. И плюс щиты накидывал. То есть на мгновение мне показалось, что я сейчас проиграю этот раунд. Но нет. Так. О, 11 раунд, 2 трента. Все, это камбэчная. По-любому камбэчная. Я беру талисман счетчика, потому что я буду играть через воинов, как мы помним. И дискорд я уже продам, продам. КПшка не нужна, мне броня нужна. Ну, мана пойдет пока что, хотя на самом деле я ее в будущем перекрафчу. Мана мне не нужна, объективно мне мана не нужна. Там уже нежить у него уже 6 нежити, 2 чернокнижника. Понимаю. Понимаю. Еще один жесткий гритер с луной в двойку.
Да. Я, наверное... Не, ну сейчас, наверное, рано еще ролиться, поэтому, скорее всего, я сейчас лучше посижу. Не, мне надо брать 7-й, скорее всего. Боже, какие там столы жесткие. Но благо еще эмо ни у кого нет. Вот знаете, вот буквально перед этим роликом я записывал еще один ролик интересный, там, с алхимиками троллями, там прикольно получился ролик, но единственное, там я уже, ну, меня сгорело, и я в своем чате телеграм-канала, как-то неправильно я сказал, в своем телеграм-канале, чат комьюнити, я там жаловался на то, что меня выкинуло с катки в конце, когда остался 1 или 2 раунда, то есть у нас там, ну, 50 на 50 только его вынесет, и там я играл через алхимика и троллей, такой, знаете, небольшой спойлер подкину, но там вылетела игра. То есть авторизация сломалась, или что, я не знаю. Короче, мне выкинуло с игры. И я эту катку записал перед этой. Поэтому я вам ее выложу, ну, наверное, послезавтра. Или завтра. Не знаю, посмотрим. Посмотрим. Может, у меня что-то интересненькое завтра запишется. Точнее, сегодня. Для вас это сегодня, для меня это завтра будет. Ну да. Ну да. Для вас это будет сегодня, для меня это будет завтра. На самом деле ситуация так себе. Мне бы Гримтач пришел, и было бы все замечательно. Но Гримтач, походу, не хочет приходить. Конечно, кому-то 2МК, кому-то Гримтач не может прийти. Жесткий у него стол. 34 монеты, банши в двойку. Сильно. Я ему даже никого не успел снести. Нужно ли мне усилить этого жреца? Я, наверное, его усилю. Не думаю, что это будет ошибкой, усилить его. Хотя, наверное, я потерял денежки немножко. Извини, бро. Не извиняю. Ты играешь на нежити, поэтому извинения, ну, никак не прокатывают здесь. Не, ну если ты лайки, комментарии под видосом оставишь, то я подумаю. Подумаю, извинения принять или нет. Блин, ну жестко. У меня уже 45 хп. Знаете, что самое будет обидное? Если он еще раз придет на своей нежити и снесет мне минус 30. Это будет еще обиднее. У меня хоть и есть 5 банок, но извините меня, эти 5 банок это слезы. Я еще тут чела вынес. Ну ладно, он тоже через лустрик играет. Я, в принципе, не жадный на то, чтобы играть через лустрик и выигрывать потихоньку. Ого! Вот это да! Вот это да! Ребят, 15 раунд. Мне пришел вайпер. На 15 раунде. Да. Жизненно, жизненно. Жиза в глаз попала, да? Ну-ка расскажите, у кого еще такое? Вот такая вот удача, когда у вас стоит 2 трента, у вас вайпер приходит, который 2 монетки стоит на 15 раунде, а? Ну у кого еще такая удача, как у меня? В самом деле, боже, как трудно иногда стало собирать те фигуры, которые никто не собирает. Вот сам абсурд в том, что никто не собирает эти фигуры сейчас. А оно не идет. В чем прикол? Как это работает? Вообще без понятия. Там уже 9 эльфов. Ну, там на нежити винстрик уже у него. Ага, понял. Понял, принял. Это будет фастовые 9. Чела я нашел. Ясно. О, еще один. Ого. Ну, Геральда возьму. О! Усиление. У меня усиление. Обалдеть. Хотелось бы мне, конечно, чтобы мне Doom пришел, либо Гримтач. Понял. Завалил рот. Взять безумную маску или скипнуть предметы, взять что-то другое. На самом деле я возьму безумную маску. Знаете почему? Потому что на пассивку вайпера безумная маска работает. Я это вам продемонстрирую попозже, если, естественно, не вылечу в топ-8. У меня тут, знаете, сейчас битва за топ-8. Вот есть БМБЛ, есть я.
Вот у нас сейчас битва за топ-8. Кто займет топ-8? Ребята, на текущий момент ставим ставки в комментарии, каким я отличу. Боже, посмотрите, какие они каленые остались. Я не смог их добить. Обалдеть. Обидно. Обидно. Не спорю, это обидно. О, Дум. Дум. Так, это мы улучшаем. Это мы улучшаем. В общем, мне нужен уровень. Жреца я не могу, скорее всего, оставить. Мне его нужно будет продать. Обидно, что я бабки потеряю. А еще обидно то, что у меня до сих пор вайпер в единицу. Рандом не влияет на игру. Рандом не влияет на игру. Так. Мне нужен 8. Поэтому буду целенаправленно сейчас брать 8. Знаете, мне Тренд нравится. Он очень сильный персонаж, он имбалансный персонаж, я бы даже так это сказал. Очень жесткий у него отхил, очень быстро он хилит. Он в целом очень крепкий, несмотря на свою стоимость. Легко собирается в тройку. Ну, как легко? Не для меня. Но в целом, я уже много раз общался со своей аудиторией, со своими подписчиками, в комьюнити мы много раз обсуждали этот вопрос. Короче, Тренд реально сильный персонаж. Естественно, не уникальный, там, знаете, какой там, как АМ сейчас в данном патче. Но все равно это очень сильный персонаж. На нем можно легко выигрывать. Если вы со старта его собрали в тройку, то вам обеспечено старт, ну, вот знаете, как влитой обеспечен. Вот Колок сейчас взял 9 уровень, я более чем уверен, что у него там сейчас фуловая нежить. У него еще 7 винстрик. Но я надеюсь, этот винстрик ему кто-то собьет. А то он сейчас таким огромным станет, если ему винстрик не будет сбивать. Так, это эльфы. Но эльфов я вынесу, у меня есть тренд, поэтому я в безопасности. Моя 5-я точка... Моя 5-я точка в безопасности по полной программе. Поэтому она не под прицелом. Баночки пока юзать не буду. Хотя можно было бы, в принципе, юзнуть. Хотя я думаю, нет смысла. Уже 8 винстрик. Ага, так. О, 20-й раз. Ладно, не 20-й. А то сейчас напишут в комментариях. Ай-яй-яй-яй, врешь, да? На 19-м раунде говоришь, что на 20-м. Так, юзунь банки или нет? Так, 38 хп было. Поехали. Ребят, напишите в комментариях, сколько хп я восстановил. 59 минус 38. Вот сколько хп я восстановил. За 6 банок. Это сколько в среднем, напишите сразу в комментариях. Два МК АМ. Давай, давай, тренд, юзай. Юзай отхил, и все будет замечательно. Я не знаю, что этот Анг делал. Я не знаю, как его никнейм правильно читается, поэтому я даже не буду пытаться его там прочитать и все такое. В общем, вот этот Канг, не знаю, что он такое сделал, но кто вдруг заметил, только что почти каждая тычка наносила мне эффект гриттера. Это нормально? Я считаю, это ненормально. Ладно. Вайпер в двойку у меня есть, 49 хп у меня есть. 9 нежити там тоже есть. Еще и фуловые цветы там есть. Ага. Я надеюсь, ты ко мне не придешь на инсектоида. Хотя можешь приходить на инсектоида. У меня, в принципе, еще все замечательно. Хотя, на самом деле... Ребят, не забываемся подписываться на Телеграм. Не забываем подписываться на Телеграм. Не забываемся. Да. Мне шар бездны нужен обязательно. Там есть 9 магов, поэтому шар бездны мне нужно брать обязательно. Знаете, что самое обидное? Я сейчас не могу никакие шмотки даже скипнуть. Я сейчас одну цепочку скипну, возьму броню, плюс 6. Потому что чем больше брони, тем лучше для меня. Тем больше урона я буду наносить. И, соответственно, от безумной маски я буду хилиться лучше.
Фуриона я беру. Мне нужно Трента в тройку собрать. На всякий случай Вайпера поставил на автопокупку, мало ли. Моя внимательность подведет меня, и я не куплю Вайпера, когда мне надо будет. Главное, чтобы вот этого инсектоида вынес кто-то. И главное, чтобы мне нежить не пришла несколько раз подряд. Потому что у меня 49 хп. Если нежить ко мне придет пару раз подряд, так он мне снесет там по минус 30, по минус 40. Мага, я думаю, еще как-то я переживу. И Гритера я сейчас тем более переживу. Там, кстати, он собирает Вайпера почему-то. Зачем? Так, ну вот, против меня снова эльф. Да, это шельф? Эльф. Отлично. Все, погнали контент творить. Вот пришел бы намного раньше мне тренд в тройку. У меня был... Ну, у меня по ситуация намного лучше была. Тренд в тройку, извините меня, очень много делает. Так, мистер Н снес винстрик Гритеру. Ага, понял. Так, о, все, отлично. Отлично! Молодец, Колок. Теперь плюс уважение к тебе. Ну. Ко мне тренд пришел, поэтому я его куплю сейчас. Яйцо тратить на трента я не хочу. Это слишком дорого. Лучше я на свою мейн-фигуру потрачу. Это на Вайпера. У меня и так Вайпер туго идет, а тут он вообще не приходит почти. 22 раунд, у меня только 4, сколько, 5 Вайперов пришло за все время. Это плохо. 9 магов для меня опасен. Хотя у меня и есть Вайпер в двойку, у меня есть там у него стоковое, естественно, сопротивление за счет пассивки. А вот, кстати, Гритер. Ну чё, пообщаемся сейчас с тобой, да? Я тебя должен вынести без шансов. Если хилку юзну на тренде, то будет... Понятно. Я рассчитывал на то, что тренд у меня хилочку хотя бы хоть разочек заюзает. Вот, то, о чем я говорил. Видите, маска второго тира работает на Вайпера. Мне бы еще взгляд АЗС, и Гритер мне ни одной тычки бы нормально не нанес. Все, изи. Изи! Что-то как-то легко. Это было слишком легко. Так вот, будет у меня взгляд АЗС. Там они вообще бить не смогут меня. Не понял. Анка, кто ты, что ты? Кто ты такой, с чем тебе едят? С чем тебе едят? Сейчас, секунду. Фабрика яиц у меня какая-то. Так, эгида это хорошо. Я, наверное, выйду из инкама сейчас, мне это надо сделать. Мне это критически нужно сделать. Орк-шаман пришел. Так, бабки, 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 бабки нам надо. Так, тренд отлично. Так, тренд сюда, это сюда. Так, отлично, меняем. Ага, хорошо. Вайпер, вайпер. Хорошо, вайпер пришел. Так, ну вот, против меня сейчас маг. Шар бездны у меня есть, 70% сопротивления у меня есть. Тренд кастануть свой отхил не может, потому что вражеский тренд меня душит. Плюс у меня сейчас там Леон высасывает ману, я понял. Замечательно. Найс. Найс. Сказать, что я доволен, это ну, все равно, что ничего не сказать. Я сейчас попробую немного паролить. Кстати, есть ТМ. Только нужен ли мне этот ТМ, непонятно. Ясно, понятно. Через... Ну, благо, хотя бы мне пришли вот так вот яйца. Теперь у меня Вайпер в тройку. Игра сейчас совершенно иными красками заиграет. Медузу на всякий случай оставлю, мало ли. Может, мне придется волшебниками поменяться в один прекрасный момент и выставить морских. У меня аж губы пересохли. Он там винстрик держит на магах своих. На самом деле он долго на магах не пробудет. Во-первых, у меня сейчас вайпер огромный. Он у меня в троечку. У меня есть какой-никакой, но отхил благодаря маске второго тира. На самом деле, если бы у меня были бусы третьего тира, было бы намного легче играть. Но... Хотя не факт. Хотя может и факт. Короче, если бы у меня были бусы третьего тира, было бы намного легче играть. Знаете почему? Потому что у меня был бы массовый отхил. Вот, кстати, ко мне нежить пришла. Еще. Так, это колок. Не, ну я уже с вайпером в тройку и с трентом в тройку, поэтому проблем у меня быть не должно. Да. То, как я и говорил, проблем у меня быть не должно. Я его все-таки схаваю. Вот знаете,
Мне сейчас дико не хватает взгляда Азеса. Вот бы мне упал взгляд Азеса, либо же Бусы. Одно из двух, короче, мне надо. Падает либо взгляд Азеса, либо Буст, и будет все замечательно. С Бусами у меня был бы просто массовый отхил. А, кстати, плита третьего тира еще бы у меня упала. Короче, какие предметы мне сейчас нужны? Давайте вот подумаем. Взгляд Азеса. Чем он так для меня эффективен? Во-первых, с пассивкой Вайпера там будет минус 100% скорость атаки. Это много. Минус хп реген, естественно, от предметов, от всего, что только можно. Это уже два плюса. Минус. Я могу все-таки маску пятого тира не перебивать иногда. Рандом не на моей стороне. Ага. Он говорит рандом не на его стороне. Хотя он там... А, вот кто еще вайперов собирает. Гриттер собирает еще вайпер. Тут непонятно, зачем ему вайпер. Ну пусть. Упустим этот момент, конечно. Непонятно, зачем ему вайпер в гриттерах. Напишите мне в комментариях, зачем вайпер в гриттерах. Хаан что-то там негодует. В общем, мне нужна плита, мне нужен взгляд, и мне нужен... Что мне нужен? Ну, вот, кстати, взгляд есть, я возьму взгляд, сейчас посмотрите импакт. Сейчас посмотрите импакт. Какие еще предметы мне нужны? Смогу я там попробовать рольнуть Кирасу пятого тира? Смогу или нет? Ну, только если прям всю броню скипну. Ну, всю броню скипать, это, конечно, может опасно быть. Но я рискну, наверное. Да, я рискну. Ну вот за что? За что мне вот такой вот выбор? Серьезно? Там чел с Марси в тройке уже. Ну, мне надо Кирасу брать. Мне нужно брать Кирасу по той лишь причине, что у меня множится броня. Когда у меня меньше половины хп становится, у меня броня умножается на 2. А Кираса, она мне очень нужна. Во-первых, я буду больше возвращать чистого урона стычки, который меня будет прилетать. Естественно, я больше дефать буду себя. И мне надо сейчас как-то кучнее ребят поставить. Чтобы Кираса работал на всех моих ребят. Ну вот, кстати, сейчас против меня маг. Но давайте посмотрим сейчас, что с магом будет. Вот на данный момент я его вообще не ощущаю. 73% сопротивления. Ого. Так, не души моего Трента. Но я думаю, ты меня не заберешь. Посмотрите на скорость атаку их. Особенно у МК. Манки Кинг там вообще в шоке стоит. Он думает такой, как этой палкой пользоваться? Ну, дайте инструкцию, как этой палкой пользоваться. Не могу понять. Хан вылетел, отлично. 15 тысяч урона. Причем... Нормально, денежки. Так, это я переделаю и возьму броню первого тира. 6 брони лишним не будет, у меня уже 32 брони. Короче, что за предметы мне сейчас нужны? Из пятого тира мне нужны предметы такие. Это щит, возвратка пятого тира. Приоритетно, конечно, маска пятого тира, чем щит возвратки. Хотя щит возвратки классная тема. Короче, маска пятого тира. Кираса у меня есть. Взгляд Азеса пусть будет, хотя там чел играет через Марси, скорее всего это будет ошибка, поэтому взгляд Азеса, возможно, мне придется скипнуть. Плита третьего тира. Естественно, чем больше брони, тем больше я буду возвращать. И, естественно, тем больше урона я буду поглощать. Чё ты такой жесткий? Я понимаю, что отхила нет, видите? Вот та проблема, о которой я говорил. Марси абсолютно плевать на этот взгляд Азеса. Абсолютно плевать. На 150% ему плевать на этот взгляд Азеса. Короче, мне нужна Кираса. Мне нужна плита. Взгляд Азеса, наверное, придется скипнуть. Маска пятого тира. Возможно, мне понадобится кольцо четвертого тира, которое дает 120 блока, чтобы хоть как-то от Марси защищаться. Хотя на самом деле кольцо четвертого тира не будет такой уж и ошибкой, но надо будет посмотреть, что приоритетнее взять.
Он опасный. Но ему фартануло с Марси в тройкой. Я обычно Марси в тройку собираю к раунду так к 35-му. Хотя я там, не знаю, всем богам молюсь о том, чтобы мне Марси в тройку пришла пораньше. На секундочку, у меня до сих пор Дум и Кунка в единицу стоит. У меня, конечно, денег нету, но у меня Дум и Кунка в единицу стоит. Угу. Нам минуточку. Так, ну этого Гритовера я не опасаюсь. Хотя он играет через МК. Не, ну... Я все-таки, знаете... А что-то он какой-то жесткий. Или мне кажется? Ладно, мне кажется. Не жесткий он. Он слабенький такой. Ну, знаете, ну, так, на зубочек. Вообще не опасен ни разу. Я его даже не опасаюсь. Я уже и мага вот этого не опасаюсь. Хотя на самом деле маг может переделаться, и у меня будет проблема. А этот чел через Марси, конечно, нормально так душит. Куда? Что за бред? У меня иногда нет слов, одни эмоции. Типа, что это происходит иногда с игрой? Мало ли того, что до того, как снимаю я сейчас ролик, у меня игра закончилась очень, очень некрасиво закончилась. Так мало ли того, что у меня еще и сейчас что-то выкидывать начало. Похоже, у Драгонесс хорошие проблемы. У меня другого объяснения нету. В действительности у него есть проблемы. Кстати, знаете что? Возможно, мне придется подстраховаться и выставить кунг-фу. То есть, если упадет внимание 4-го тира, и я не буду тащить, мне придется кунг-фу выставить. Но тоже, мне, чтобы кунг-фу выставить, мне нужно алое сердце, радик, щит 5-го тира на возвратку. Уже вот эти вот 3 предмета. Маска 5-го тира тоже мне нужна. Все. Вот эти вот 4 предмета мне нужны, и тогда я смогу выставить кунг-фу. Естественно, 5-я это мантия и взгляд АЗС. Но взгляд АЗС не будет такой уж важной шмоткой, потому что есть Марси против меня тройка. Поэтому посмотрим. Возможно, вообще не нужно будет мне выставлять кунг-фу, не знаю. Попробуем, посмотрим. Так, ну нежить я уже не опасаюсь, у него там даже 1 хп остался. Скорее всего, следующий раунд будет конечный. Скорее всего, следующий раунд будет конечный. Что же делать мне с твоей Марси? Уклонение мне не поможет. Единственное, что мне в действительности поможет, это либо кунг-фу, либо воина. Но мне тоже не поможет, я так понимаю, да? От Эма толка будет, наверное, как... Не знаю. Ну, меня радует хотя бы, что нежить вылетит. Один огромный плюс. Нежить идет на покой. Нежить идет чилить. Нежить идет чилить. Давай, хорошую шмотку. Кстати, знаете, что я сейчас вспомнил? Что мне Ида пришла. А так можно было? Но мне вот это алое сердце неплохо бы зашло. Трудный выбор, конечно. Либо взять жезл, либо же взять цепочку, либо же взять алое сердце. Цепочка, ну, я возьму алое сердце. КП все-таки как-никак. Отхил какой-никакой. В общем, что я хотел сказать. Знаете, что я вспомнил? Что есть предмет, посох жертвы называется. И этот посох жертвы стакается до 20 раз. И, соответственно, увеличивает магический урон на 200%. Да, сейчас, если что, посох жертвы, он стакает магический урон. В предыдущем патче была ошибка в описании, и там написали почему-то ХП, хотя на самом деле это был магический урон. Так вот, он стакает магический урон, и у меня вайпер будет наносить тонну урона. Возможно... О, кстати, минус гриттер. Все, пока. Все, пока.
Был рад с тобой повидаться. Не совсем, конечно, но был рад с тобой повидаться, поэтому давай, отдыхай. И нежить отлетела. Замечательно. Покеда. Пока-пока. Спасибо тебе за игру. Так, мы остались втроем. Маг, Гритер и я. Воин. Ой, если бы не этот маг, я бы этот шарбезный мог скипнуть. Так вот, в принципе, можно было бы попробовать найти этот посох жертвы, но, понимаете, мне сейчас жертвовать шмоткой ради него. Ну, как-то это будет ошибкой пахнуть. А эмо я не соберу, поэтому эмо я скипну, мне даже, ну, он не нужен, короче. Мне бы МК пришел, было бы замечательно, и можно было бы попробовать шмотку 4-го тира на 35-м глянуть. Я думаю, до 35-го раунда я доживу, поэтому посмотрим. Получится мне... Если у меня получится на 35-м раунде найти мантию короля, то я могу попробовать собрать кунг-фу. Если соберу кунг-фу, то... Ну, на самом деле я сомневаюсь, что смогу вытащить хоть как-то. А как так произошло? А как я его вынес? Я этого сейчас не понял. Как он умер? Как он об меня убился? Не понял, короче, как он об меня убился. Очень интересно, ничего не понятно, как он об меня убился. Как он сам себя вынес. У меня, то есть, в какой-то определенный момент он меня выносил, а сейчас он не может меня вынести. Как это работает? Что-то не понял, короче. А ну в комментариях, если что, меня поправьте. Ну, точнее, не поправьте, а внесите ясность, пожалуйста, молодые люди. Молодые люди, внесите ко мне ясность о том, что как он меня все-таки не смог вынести. Интересно. Имеет ли смысл мне вообще морских сейчас держать? Был бы на стриме, можно было бы у чата увидеть, но я не на стриме, поэтому... Знаете, на всякий случай я, может, оставлю. Может, хотя вряд ли каким-то образом Макс может вынести Гритером. У него хорошие там шмотки на Гритере. Единственное, кого я опасаюсь, это его. Но и на всякий случай я морского подержу, потому что, ну, мало ли что-то произойдет, рандом как-то неправильно посчитает, и меня маг вынесет. Не хотелось бы, конечно. Это было бы бредово максимально. По шмоткам у меня не все хорошо, но неплохо. Мне бы в самом деле хотелось попробовать бы после жертвы найти, но я не хочу ролить его. Тратить ролл шмоток для того, чтобы найти себе после жертвы, это лютая ошибка, как по мне. Я вообще, по-моему, никого сейчас не потерял. Минус 21 магу нанес. Но пока скипать шарбезно не буду. Вот бы МК пришел, было бы замечательно. Я чего-то не понимаю в этой игре. Как он сейчас откисает самого же себя на гритере? То есть в один прекрасный момент он меня выносил, а сейчас не может вынести. Что происходит? Не понимаю. Реально не могу понять. Бред какой-то. Ладно. Но Гриттера по объективным причинам вынести не может. Во-первых, у него Марси там огромная. Хотя магического дефа Марси никакого нет. Короче, не знаю. Какие-то странные вещи тут творятся. Загадочные, я бы сказал бы. Мне надо понять, вот что делать мне против этого Гриттера.
Пока что я неплохо с ним справляюсь, но вдруг он сейчас какие-то там... Что он может найти такого опасного для меня? Я не знаю даже, что он может опасного такого найти. Я, кстати, возьму Сларка. Короче, как-то так сейчас сделаю. Ой-ой-ой, а что там делаешь? Челик, что ты там делаешь на магах? Не ошибка ли то, что я мантию отдал ему? А, вот что он делает. Он делает себе кунг-фу. Кунг-фу и засунул мантию короля почему-то в МК. По каким причинам? Так, МК я тоже себе нашел, отлично. Так, маг вылетел, отлично. Ну, бывший маг. Маг-кунг-фуист его назовем. Так, ну давай, давай, хорошую шмоточку, давай. Мне бы шаробесный, конечно, скипнуть. Манту, в принципе, можно было бы и оставить. Я вообще и кливер не хочу скипать, потому что если я переключусь и на кунг-фу... Как он меня выносит? Есть бессмертие и дикая броня. Либо кераса, либо же бессмертие. Ну, я сейчас кунг-фу попробую поставить. Зачем мне Аганим? Кому мне этот Аганим отдать? Вот объясни. Кому? Один из самых бесполезных предметов мне сейчас упал. Вот сейчас посмотрим, кстати, насколько кунг-фу себя реализует. У меня радика нет, у меня только алое сердце и плюс отражалка вайпера. Я думаю, будет слабо. Да, видите, возможно, если бы у меня была маска 5-го тира и радик, было бы все намного по-другому. У меня еще один раунд есть, я сейчас перестроюсь обратно в воинов. Может, да. А какая разница, что я перестроюсь даже сейчас в воинов? Сейчас ничего не будет, смотрите. Знаете, почему ничего не будет? Потому что у меня Аганим. Куда? Вот, ладно, все, короче, проехали. Аганим так Аганим, мне его просто некуда деть. Мантия бесполезна, ну, даже если я сейчас закину эти 40% урона в Вайпера, это ничего оно не поменяет. Короче, надеемся на чудо. Зарандомил шмотку. Ладно. Обидно. Реально обидно, но... Добавить мне, по сути, здесь нечего. На самом деле, вот давайте вот так объективно говорить, катка мне очень понравилась, она получилась довольно-таки эмоциональной для меня, потому что как бы были и взлеты, и падения, и с такого вот, ну, давайте объективно говорить, что не очень хорошей катки я вылез в топы. Вот реально не в очень хорошей катке. Очень поздно ко мне пришел Вайпер. Вот на 15-м раунде прийти один Вайпер, это смешно. Когда я его в тройку апну, на 25-м или на каком? Ну, по дефолту, ладно, на 25-м это еще не так поздно, на 25-м это нормально, что ты собрал его в тройку, но, тем не менее, на последнем раунде, не знаю, ну, взял бы я бессмертие. Что-то поменялось? Я думаю, нет.
Аганим бы, если бы я закинул Вайпера, что-то поменялось? Я думаю, нет. Знаете почему нет? Потому что было бы вместо 50 урона, было бы сколько? 60 урона, да? Ну, сколько, половина? Ну да, где-то 70 магического урона было. Насколько бы сильно эти 70 магического урона зарешали? Я думаю так. Мне надо было мантию эту... Ну, хотя не знаю, ну мантия еще нормальный предмет. Короче, я считаю, мне не повезло по предметам. Возможно, мне стоило намного раньше переролить множество предметов, найти все-таки маску 5-го тира. И я уверен, что Кираса это была не ошибкой. Кираса много для меня значит, особенно когда я играю через воинов. По той лишь причине, что она дает мне урон, эта Кираса. То есть у меня не 15 армора становится, а 30 от Кирасы. Соответственно, я еще понижаю противнику армор. То есть одни плюсы. Я его выносил до определенного момента. Чел нашел просто кирасу и все, он меня выносить начал. Как? Отхиливаться начал. Ну ладно, отхиливаться-то, ну, все равно. Маска есть маска. Может быть, если бы у меня маска 5-го тира была бы, я его спокойно переживал. Возможно, да. Возможно, тогда бы я даже поставил себе бы синергию кунг-фу и вынес бы его без единого шанса. Короче, я считаю, что ролик удался. Поэтому, что думаете вы по поводу этой катки, напишите в комментариях. И если ролик понравился, не забудьте оставить свой лайк, а также подписаться на мои каналы. Ссылка на мой телеграм-канал закреплена в комментариях. Подписывайтесь, не стесняйтесь, у нас там чат комьюнити, все вместе общаемся, делимся какой-то информацией, ну, просто болтаем. Всем спасибо за просмотр, всем удачи.